Всем привет! Итак, сегодня у нас снимается выпуск находок за март этого года. Первый выпуск находок за весну. Итак, находки у нас накопились. Много из чего интересного. Новинки из мусорной корзинки. Итак, начинаем. Первое, что было у нас найдено... Как вы думаете, что? Очень даже неплохая вещь. А именно ЖК-телевизор Philips. Вот такой телевизор. Маленький, 15 дюймов. Philips, очень старый, 2004 года. Выбросили его не просто так. С ним была неполадка. Он включался и отключался. Видео о ремонте этого телевизора будет. Поломка там была несложная. Сейчас мы его можем даже подключить и показать, что он уже работает. Так, пробуем включать. Вот он включился, но антенна сейчас не подключена. Он работает, но у него есть дефект, как вы видите, полоска вот такая на матрице. Его когда-то шарахнули, там были, короче, отломаны корпусные части, видимо, когда-то ударили. Но это особо на изображении не сказывается, когда картинка есть, но все-таки видно вот такая вот байда. А так телевизор теперь работает, но он очень старый, 2004 года. Вот такой был найден телевизор. Самые первые дни этого месяца. Так, ну канал сейчас антенну подключать не будем, понятное дело, работает. Ну вот так он сзади выглядит, ничего особенного. Такой древненький ЖК-телек. Показывает довольно неплохо, я уже подключал, камеру подключал к нему, к видеовходу. Показывает хорошо довольно, матрица здесь качественная стоит. Она такая прям черного цвета, не как у мониторов. Но очень-очень старый, ему уже 12 лет. Вот такой телевизор. Так, а что у нас было найдено следующее? А вот дальше была найдена очень большая, тяжелая штуковина. Это у нас лазерный принтер HP. Вот он, был в своей коробке. HP LaserJet P2015. Выкинули его не просто так. С ним были проблемы, но не очень-то были сложные проблемы. А именно там был дефект пайки на плате. Можно сказать, то шарахнули. Вот глючил у него. То все индикаторы мигали, то белый лист выезжал бумаги. То есть, ну я в интернете покопался, нашел такую информацию, что у них бывает дефектная пайка. То от волчипов, то еще там чего-то. Крышку снял боковую, там руками, короче, эту плату болтал, трогал и выяснилось, там был контакт плохой. Снимать видео про это не стал. Он теперь работает, сейчас даже можно включить. Даже картридж там хороший. Еще даже заправленный, не полосит. Так, сейчас попробуем его подключить. Сейчас индикаторы все погаснут. Так, все. Здесь бумаги, кстати, до хрена. Целый ящик бумаги. Там она есть. Так, пробуем тестовую страницу. Все печатает, отличное качество, никаких полосок и подтеков нет. Ну просто дефект был какой-то пайки, не по вине там износа или там картриджи. Ну, вот всякую фигню еще есть напечатал. Весы ЧЗАЗ. Вот так они выглядят. Так, просто пробовал. Вот аккумулятор. Нормально. Вот такая схема, тоже нормально. Одна тестовая, здесь еще одна тестовая. Тут ничего нет, можно было сюда, с этой стороны. Вот такой лазерный принтер, довольно неплохой. Вот сколько я бумаги уже на нем напечатал. Тонер все есть.
То есть он, может, даже почти новый, когда-то поставили. Вот такая с ним байда произошла. Видео, кстати, смотрел, вообще оно было не наше, а американское, по-моему, но все было понятно, в чем был смысл. Я открыл крышку, и действительно там в плате хреновая пайка была. Вот такой здоровенный лазерный принтер. Так, что был найдено у нас следующее? Дальше у нас был найден монитор, или как его назвать, или видеодомофон, такая вот фигня. Я ее даже не сфотографировал, было темно. Вот она, короче. Вот такая штуковина. Подключается в розетку. Включается. Здесь у нас загорается монитор. Черно-белый. Хрен его знает, работает он или нет. Сюда камеры подключаются. Звук фонит, если трогать. Есть фон 50 герцовый. Возможно, рабочий. Хотя зачем его выкинули, неизвестно. Вот такая вот фиговина. Так. А вот следующая находка у нас была. Это у нас мобильный телефон Motorola. Вот он. Вот такой раритетный мобильник Motorola. Он очень уже поюзанный, все кнопки потертые. Но он работает, включается. Проверьте сим-карту. Вот это раритет. Можно попробовать сим-карту поставить. Звонит он, интересно, или нет. Вот такой есть аккумулятор. Какой же здесь древний аккумулятор. Ё-моё. Так, попробуем сим-карту поставить. Поставили сим-карту. О боже, что это? Какие-то неполадки. И на дисплее ничего нету. Ну что такое? Ну... Не просто так его выкинули. Может, сим-карта не поддерживается. Конечно, бред. Да. Я все правильно поставил. Той стороной. Ё-моё, это аккумулятор виноват. Он так быстро отключается, не успевает просто прогрузиться. Из-за этого на дисплее всякий бред появляется. Зарядки-то к нему нету. Долго очень надо заряжать, он как свинцовый. На него подаешь напряжение. Потом все ниже, ниже, ниже напряжение снижается. А ток все растет и растет. Так, ну чё? Во. Ну блин, а чё на дисплее-то ни хрена? Значит, все-таки какие-то неполадки. Странно, сим-карта не хочет работать. О, заработал. Крышку закрыл. Ну, и батарея разряжена, и все. Да. Да, короче, вот так. Ну ладно. Ну, вот такой мобильник был найден. Так, дальше была найдена у нас такая вот мелкая, как бы ерундовая штука. Это цифровая телевизионная приставка формата DVB-T2. Вот такая. Вот такой фирмы. Она даже на пломбе. Где-то пломбу-то я видел. Была пломба. Вот она пломба. 2013 год. Увы, пульта нет. Она включается. К телевизору я ее подключал. Но без пульта ничего не сделаешь. Картинка выводит. Показывает типа настройте. Но без пульта нечего делать. Какая была причина ее выброса, неизвестно. Вот. Есть, короче, настройки. Надо пультом там выбирать язык, регионы, какую-то там всякую фигню. Вот такая железячка. Так, еще по ерунде была найдена материнская плата от какого-то ноутбука. Вот она. Но на самом деле эта плата не от ноутбука, а от моноблока, по-моему, Компак. Или я уж не помню, какой фирмы он. Смотрел в интернете. То ли HP Компак, то ли какой-то. Вот такая. Зачем выбросили ее, неизвестно.
отдельно валялась. И вот еще, видимо, тоже какая-то панелька с USB-шками. Вот такая материнка. Ну, если разбитый найти какой-нибудь спаленый. Но я сомневаюсь, что такой когда-то попадется. Так, ну и дальше у нас была довольно хорошая находка. Очень даже неплохая находка за этот март. И как вы думаете, что это было? Нет, это не аккумулятор, не компьютер. А это у нас велосипед Stealth. Ну, собственно, вот такой велосипед Stealth Navigator 700. Он почти целый, но у него отсутствует переднее колесо. Да, действительно, его кто-то выкинул, просто выбросил на помойку. Почти велосипед получается. Так, он не такой старый по виду, вот по этим монеткам. У меня был в 2013-м Stealth Navigator 710, у него они выглядят так же. Сейчас у нас уже 16-й год, март, сезон еще не начался. Но, скорее всего, подумали, давайте-ка лучше купим к весне новый велосипед, чем будем ипаться с этим. И выбросили его нахрен. Посмотрите, как он побит, просто ужас. Похоже, сюда стреляли из травмата. Прям по всей раме. По всей. И весь он стал в ссадинах. Вилка у него жесткая, не имеет амортизации. Но рама алюминиевая. Здесь тоже будто напильником строгали. Странно издевались над этим велосипедом. Травматом стреляли по раме. Шатуны точили напильником. Кошмар какой-то. Просто он ужасно заюзан. Это просто от обуви. Трение было всегда, когда крутишь. И, пожалуйста, эффект напильника получился. Колесо хорошее, двойной обод, но только одно. Здесь багажник, посмотрите, как стерт. Скоро отломится. Вот почти как напильником тоже точно. Кошмар. Вот это скоро отломится, и все. Крепления вот этого замка не будет. Так. Что у нас здесь? Тоже шатуны, в принципе, целые педали, целый переключатель вообще не видно какой. Ну, начальный, скорее всего, какой-то. Покрутить сейчас его. О, колесо даже крутится, смотрите. Если педаль крутить, значит, система кое-как работает еще. Не настолько убито все. Но здесь вилка, посмотрите, вообще кошмар. Его 100 раз швыряли, видимо, прям на дорогу, останавливались. Несмотря на то, что есть подножка у него. Ну, все равно находка неплохая. Что, достать где-то колесо, помыть, сделать ТО, и будет велосипед. Ездить можно. Ну, в ссадинах, но на езду это не влияет. Вот такой довольно неплохой велосипед. Хоть совсем жесткий, но уже алюминиевый, более-менее нормальный. А, еще ты забыл сказать. Здесь отсутствуют тормоза передние, их тоже почему-то нету. И у задних отсутствуют колодки. То есть сами вот эти вот вибрейки есть, а колодок вот ни хрена нету здесь. Только отверстия. Зачем-то сняли когда-то или колесо снимали. Ну что-то когда-то ковыряли, а сейчас решили вообще нахрен от него избавиться. Ну вот такая у нас была находка. Это уже, кстати, велосипед третий. Примерно за 5 лет поиска находок, который попадался. Был еще один Stealth в 12-м, был еще в 11-м КХС. Там тоже с ним были проблемы, и они были почти целые. Реанимировать их удалось. Вот теперь у нас этот. Так, ну что было найдено у нас следующим? А вот следующая находка у нас была. Вы не поверите, это просто пипец. И как вы думаете, что было следующее? На следующую неделю был у нас еще один велосипед. Вы только подумайте, еще один велосипед. Только это уже не Stealth, а Merida. Да-да, не удивляйтесь. Как видите, это тоже почти велосипед. И это у нас Merida, алюминиевая рама. Был найден на следующую неделю, уже через неделю от того Stealth'а. Еще один почти велосипед. Так что вот весной велосипеды выкидывают, недовелосипеды, потому что думают, скорее всего, надоело нам со старым с этим ипаться, наконец-то в эту весну мы купим новый уже целый. И выкинули. Алюминиевая рама, не знаю какого он года, уже мы его почистили, она прям почти в идеале. Вилка у нас сантуровская здесь, все-таки с амортизатором. Тормоза тоже вибрейковские, вроде целые.
Здесь косяки по рулю, вот тут вот не хватает, тут тоже выдирается трос. Когда-то его как-то шарахнули. Седло, штырь есть, цепь есть, одного шатуна не хватает. В принципе, вот такой. Здесь тоже у нас колодки. Тоже вроде все нормальное, даже трос есть. Вот рама у нас алюминиевая. Колеса докупить, шатуны тоже, и в принципе будет велосипед. Ну и это может тоже все заменить. И можно ездить. Второй велосипед за этот март. Вот такая находка. Ну, не целый, конечно, да. Но все равно, что мешает купить колеса и собирать нормальный велосипед Мерида. В принципе, вот такой. Что еще про него сказать? Так что вот велосипеды выкидываются. Но что-то за всю историю видеонаходок я ни одного не снимал. Хотя там попадались еще некоторые, но не особые. А вот это все-таки горный картел. Вот такой почти велосипед. Так что ставьте лайк за эти два велосипеда. И такое бывает. Так, а дальше у нас были найдены очень две хорошие штуки, аудиоштуки из Советского Союза. А именно акустическая система, колонки, радиотехника S90. Они уже здесь стоят, сейчас я их покажу. Вот они, вот такие. Но это не S90, а более ранние модели радиотехники. Это 35AS1. Но это аналог тех же самых S90. Они довольно не пошарканные, ну чуть-чуть есть, углы у них не сколоты. Валялись тоже валялись на прошлой неделе или даже давнее, я не помню. Так, довольно неплохие. С сетками, грилями, ну, вы видите, на одной есть повреждения. Но можно ткань сюда натянуть и какую-нибудь другую, и будут целые нормальные колонки. Даже и не лакировать, ничего делать с ними не нужно. Сейчас мы снимем панельки, посмотрим, какие там у нас стоят динамички. О нет! Но не тут-то было. Рано вы радовались. Колонки были раздолбаны алкашами или кем-то там, неизвестно кем. Все выдрано, остался только фазик и вот это вот вата. Даже фильтров нет, ничего нету. Здесь у нас то же самое, ничего нету, вообще все пустое. Благо хоть корпуса остались целые. И порвано, да, колонкам хана. Но я подумал, что может быть это в машину сделали, какие-нибудь аудио, сабофилы, динамики поставили в машину, но это тоже все не то, все более плачевно, как обычно. Как всегда, колонки достались сборщиком металла. Вот все, что осталось в них внутри корпуса. Это мембранка от среднечастотника, кусочек от пищалки, проводки и клемка. Вот все. Ну и болтики были разбросаны. Увы, колонкам я не успел. Возможно, они были выброшены вечером прошлого дня. То есть утром, днем они уже такие были в таком состоянии. Эх, обидно, конечно, но что поделать. Как обычно, успели какие-то металлотрясы или я не знаю кто. Ну, то есть динамики видно, что поломали, они целиком взяли. Вот такая находка. Я сейчас покажу, как они валялись, в принципе. Как они валялись, там были выброшены. Да, вот такое разочарование. Но корпуса целые. Ну и что у нас было найдено следующим-то? А вот следующее у нас было найдено уже напоследок, в конце марта. Куча всякого разнообразного интересного железа. Вот такая куча всякого разного барахла. Все было в одном месте найдено, как было на фото. Так и лежало. Все я это, короче, собрал. И вот все, что было более ценное, я взял. Там еще было, кстати, интернетные какие-то роутеры, но они были очень старые. Я их вообще не стал вообще брать. Короче, все, что здесь есть, сейчас мы начнем показывать. Так, разная всякая фигня. Так, жесткий диск здесь. Жесткий диск.
Да тихо ты. Quantum жесткий диск, по-моему, всего на 10 гигабайт. Вот такой хардяк. Работает он или нет, неизвестно. Вот такой жесткий диск. Ну, не знаю. Взял хоть такой древний. Так, SATA провода тут всякие. Так, вот такие вот еще флопешные провода. Ничего здесь особого нету. Да тихо ты. Так, дальше. Вот такие провода. Так, блин, я чуть-чуть путаюсь. Не интернетные, то есть, а саташные. И вот такие, короче, USB-шные. Цыц! Так. Вот такой провод. Цифровой. Для монитора. DVI. Вообще новый. Так, дальше. Дальше у нас вот такая сетевая карта. Древняя, конечно. Так. Вот такие вот две интересные штуки. Это у нас древнейшая видеокарта 96-го, по-моему, года. 96-го. Нет, 97-го. Вот такая древность. Взял, сам не знаю зачем. Так, ну и вот такая вот уже раритетная, кому-то интересная, думаю. 3D FX. Это вроде похоже на 3D Voodoo. Такая же еще есть древняя штука. И к ней вот такой кабель подсоединяется. Можно просто так замкнуть, и толку будет никакого. Работает или нет, неизвестно. Хотя тут слот уже обычный PCI. Вроде как. Вот такая штука. Так, здесь осталось у нас кое-что более интересное. Пачка дискет. Зачем я их взял, не знаю. Что с ними делать, без понятия. Все в коробках. Клавиатура. Но это не новая, не от которой коробка, а старая и грязная. Я даже не заметил, что она такая грязная. Ну, может, отмыть можно. Фиг ее знает. Ну и напоследок две интересные штуки. Из 90-х. Вот такой вот Everready зарядное устройство для аккумуляторов. Блин, разные стандарты, и кроны, и такие-сякие. В своей коробке вот такая штука, но аккумулятора здесь ни одного нету. Открывается только вот такая сама коробка. Аккумуляторов нету. Я даже ее не проверял, может она и работает. Неизвестно. Так, здесь есть еще от нее же блок питания. Тут явно должны быть индикаторы, должно загораться. Да тихо ты. Шуршит там. Уже переснимать надоел. Так, ну короче, вот такая штука. Сколько ему лет неизвестно. Ну, возможно, до 90-х годов. Вот такая штука. Ну и напоследок у нас самое интересное. И это вот такая. Цыц! Вот такая вот штука. Так. Nokia. В своей коробке. Вот. Открываем. Тут у нас весь полный комплект. Все новое, ни разу не использованное. Это у нас автомобильный такой комплект для громкой связи. Сейчас я покажу. Вот так все соединяется. Динамик, микрофон, кнопка вызова, короче. И где-то здесь была картинка, что телефон можно... Ну, то есть он где-то был установлен, как в машине. Вот такая вот штука. Телефон ставится, все подключается, и можно, не отвлекаясь от дороги, разговаривать по телефону. Довольно крутая вещь, но сейчас уже, я не знаю, уже, думаю, это не востребовано. Из-за этого выбросили. Простите, чуть-чуть отвлекаюсь. Ой. Так, что еще здесь? Вот такой динамик.
тоже новый. Это вот микрофон. Так, здесь крепление. Короче, вот такая вот интересная штука. Короче, видео можно считать законченным. Потому что сейчас покажу, что произошло, в чем дело. Сейчас. Вот в чем дело. Мой гомункул проснулся. Поэтому видео надо заканчивать. Надо сейчас за ним начинать ухаживать, кормить. Короче, возни столько. Он только недавно вылупился. Поэтому этот выпуск находок можно уже считать законченным. Ждите следующих видео, которые, возможно, будут в апреле. Должны быть в апреле. Или же в конце мая, как там это обычно. Он уже наплевался там, как видите. На одеяло наплевался уже. Все, всем пока.